Всем привет! Совсем недавно компания Vivo официально, что немаловажно, выпустила смартфоны серии Vivo X70 по всему миру. Стоит отметить, что Vivo X70 Pro снимает лучше, чем iPhone 13 и iPhone 12 Pro Max. Дело в том, что он разместился на 12 месте глобального рейтинга камерафонов DxOMark. Камера оценена в 131 балл. И вот теперь китайский производитель готовится к презентации серии Vivo X80. В преддверии запуска просочились некоторые ключевые характеристики устройств, и они, честно говоря, удивляют. Теперь можно с уверенностью сказать, что старшая версия Vivo X80 Pro Plus порвет множество конкурентов в своей ценовой категории. Подумайте сами, основные фишки смартфона — это отличный дисплей на 6,78 дюйма, LTPO с разрешением Quad HD+, мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1, основной модуль камеры на 50 мегапикселей, аккумуляторная батарея с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 12 гигабайт оперативной и 1 терабайт своей флеш-памяти и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Как и предполагалось ранее, компания Vivo выпустит три модели. Стандартная Vivo X80 и улучшенный X80 Pro и X80 Pro Plus. Что немаловажно, все эти три смартфона будут оснащены дисплеями AMOLED, а экран будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Кроме того, мы получим адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Преимущество таких экранов — это автоматизированный динамический контроль частоты обновления экрана, а также энергопотребление становится ниже на 10-15%, что, на мой взгляд, является большим плюсом. LTPO экран — это прорыв, поскольку не требуется дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения вот этой самой динамической частоты обновления. Между версиями есть небольшое отличие по диагонали экрана. Vivo X80 будет поставляться с экраном на 6,56 дюйма с разрешением Full HD+. А вот две остальные модели Vivo X80 Pro и Pro Plus будут иметь дисплеи на 6,78 дюйма, также LTPO, но с разрешением экрана Full HD+, и Quad HD+, соответственно. Конечно же, это все хорошо, но что по ценам? Vivo X80 Pro Plus 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт своей флеш-памяти оценили в 5999 юаней. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. Vivo X80 Pro Plus стоит 6999 юаней. Это плюс-минус 84 тысячи. Возьмем до 90. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт своей флеш-памяти. Всего лишь три модели. Это Xiaomi Mi 11 Ultra, Sony Xperia 1 Mark III, Samsung Galaxy Fold. На мой взгляд, конечно же, Vivo X80 Pro Plus будет конкурировать с Xiaomi Mi 11 Ultra. Это достаточно хороший смартфон. Как вы видите, минимальная стоимость 79 тысяч, максимальная 107 тысяч. Это достаточно большая разбежка. Но, благо, e-каталог собрал всех продавцов, которые сейчас есть на рынке. И для себя вы можете выбрать того продавца, который сейчас на данный момент вам может предоставить максимум скидки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то отметите. А если вдруг у вас остались вопросы, задаем их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Также стоит отметить, что смартфоны получили абсолютно разные процессоры. Два решения мы получили от компании MediaTek и одно от компании
Qualcomm. Младший смартфон Vivo X80 будет построен на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 8000. А вот улучшенный вариант, а именно X80 Pro, получит MediaTek Dimensity 9000. Старшая модель X80 Pro Plus получит флагманскую платформу от Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Тут мы получили трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex-A710 трудятся на частоте 2,5 ГГц и 4 малых ядра Cortex-A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала около 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Достаточно неплохое решение, скажем прямо. Vivo X80 будет иметь оперативную память LPDDR4X, а модели Pro и Pro Plus до 12 гигабайт оперативной памяти, но уже LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%, а это очень даже неплохо. Все три модели будут оснащены флеш-памятью UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Ну и гордость компании — это, конечно же, фото и видео возможности смартфонов. Стандартная модель Vivo X80 будет иметь тройную камеру, включающую 50-мегапиксельный датчик Samsung GM5, 13-мегапиксельный дополнительный датчик с широкоугольным объективом и 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX663 с двухкратным оптическим зумом. Vivo X80 Pro будет оснащен 4 камерами с основным датчиком также на 50 мегапикселей, вторым датчиком Sony GN1 разрешением 50 мегапикселей, объективом Sony IMX663 на 12 мегапикселей с двукратным оптическим зумом и датчиком на 50 мегапикселей с поддержкой пятикратного оптического зума. То есть везде почти 50 мегапиксельные датчики. Наконец-то Vivo X80 Pro Plus оснастят также основной камерой на 50 мегапикселей и 48-мегапиксельным гимбал-шириком на базе Sony IMX598 и двумя 50-мегапиксельными телевиками с сенсорами GN1. Один предложит двукратный зум и гимбал стабилизацию, а другой пятикратный зум. Что до фронтальных камер, то у Vivo X80 Pro Plus она будет на 50 мегапикселей, а у других моделей 44 мегапикселя. Покрытие CES будет на оптике всех трех моделей. А вот стеклянные линзы и чип обработки изображения Vivo V1 получат только X80 Pro, а также X80 Pro Plus. X80, увы, не получит все эти фишки. Все три смартфона будут поставляться с предустановленной операционной системой Android 12 из коробки и, вероятно, будут работать под управлением последней версии Origin OS Okean. Vivo продолжает развивать идею динамических иконок приложений, позволяя менять их размеры и форму, чтобы они сразу предоставили доступ к разным функциям. Появилось еще больше возможностей по кастомизации интерфейса с возможностью изменения всей темы целиком, так и отдельных элементов. Vivo X80 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 55 Вт, а модели Pro будут поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что, на мой взгляд, достаточно неплохое решение в 2022 году. Показатели такие: через 5 минут аккумулятор показывает 14% заряда, а через 10 – 32%. Наконец, через полчаса батарея заряжена уже на 75%. Ну что же, ребята, я очень рад, что с каждым годом компания Vivo удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И линейка Vivo X80 действительно заслуживает внимания. Мы получим очень крутые смартфоны, мы получим все самое топовое за небольшие деньги. Ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!